настал вечер. Дорожку до мангала откопал. Вот такой мангал сварил летом. Летом, осенью жарил в нем шашлыки. Очень вкусно получается, не пригорает, не пережаривается. Это вот колосники. Тоже варю сам из арматуры под размер мангала. Вот так это выглядит. Сейчас положим все обратно. Будем закладывать угли и разжигать. Одной рукой неудобно ложить. Одной рукой снимаю, второй закладываю. Так-то они ложатся хорошо, легко. Вот. Так вот это все выглядит. То есть вот такой мангал. Закрывается крышечкой. Это у нас сейчас будем пробовать. Золу уже всю вычистил. Чистенько. Все, сейчас засыплю угли и сниму дальше. Ну вот, угли засыпал. Жидкость для розжига. Жидкость стояла в доме, поэтому тепленькая. На улице ужасно парит. На улице у нас сейчас минус 44. Вот так вот она испаряется. Но все равно даем маленько впитаться в угли. И будем поджигать, чтобы угольки нагорали. Пробуем. В такой мороз не сильно-то и горит. Ну, вот горелочкой сейчас разожжем. Газовая горелка. Очень хорошая, она с подогревом. Ну вот. Жидкость загорелась. Все, горелочку можно убирать. Вот так вот красиво это горит. Правда, дымит и парит. Плохо видно. Ну, это мороз. Ничего, разгорится. Вариантов немного. Подождем, пока разгорятся угли. Ну вот, угли разгорелись. Ну, пока они нагорают, я покажу мангал, его конструкцию, как он сделан. То, что снимал еще осенью. Покажу вам. Вот такой огнетушитель я когда-то где-то нашел. Он у меня лежал. А вот решил я из него сделать мангал. Чтобы понятно было, какого он размера, приложу руку. Ну вот, видно размер огнетушителя. Вырезаем квадратную крышку. Примерно на половину бачка. Привариваем петли. Здесь делаем упор для крышки, чтобы она не откидывалась далеко. Так удобнее. Вот она упирается и стоит. Две трубы по бокам. Можно, конечно, и одну. Но я сделал две, чтобы дым равномерно расходился в обе стороны. Да, крышку обязательно усиливаем, чтобы ее от температуры не повело. И вот так вот выглядит это. По краям крышки пустил полоску железа, чтобы она ложилась внахлёст. Перекрывала. Вот так вот получается. Здесь у нас колосники, которые я показывал уже ранее. Они легко вытаскиваются для чистки мангала, чтобы золу вычистить. Вот. Обратите внимание, по бокам от колосников приварены две пластинки, чтобы угли не падали вниз, не рассыпались. Снизу просверлены отверстия для доступа воздуха, чтобы поддерживать горение. Здесь привариваем уголок, на который ложится решетка барбекю или края шампуров. Я жарю на решетке барбекю. Здесь вот сделал прорези под ручку решетки. Ну, для шампуров просто делаем больше прорезей.
И раскладываем шампура, которые также можно потом вращать прямо в этих прорезях по спирали. Все, когда мангал разгорелся, ложим мясо и закрываем крышку. И мясо у нас жарится на углях. Даже когда жир капает, то в закрытом состоянии ему не хватает кислорода, чтобы гореть. То есть мясо не пригорает. И получается довольно-таки нежным, сочным. Ну, вот так вот выглядит вся эта конструкция. Так, что у нас с углями? Думаю, что должны быть уже готовы по времени. Дымок идет с обеих труб. Да, угли уже готовы. Сейчас фонарик выключу. Вот такая красота. Прекрасные угли. Само то жарить. Можно нести мясо и пробовать. Закладываем нашу решеточку. Такая у меня решетка барбекю. Хорошая, большая. Ручечку опускаем обязательно в прорези. И вот видим, сразу начинает гореть. Поэтому закрываем крышку, чтобы горение прекратилось. Все, дымок пошел. Мясо жарится. Ну а на улице у нас сегодня минус 44 градуса. Сейчас покажу градусник. Не градусник, а скрин экрана. Вот видим, 44. Такая вот зима. И обещают еще похолодание. Снега у нас навалилось немало в этом году. Вот. 18 января, 8 вечера, минус 44. Давайте посмотрим, что у нас получается. Одна сторона уже, наверное, маленько подрумянилась. Открываем, достаем и переворачиваем. Ну, вот сейчас покажу. Да, пар сильный. Мороз, мясо горячее, парит сильно. Сейчас сюда положу, тут получше будет в тепле. Меньше пара будет. О, здесь видно. Ну, видите, лучок маленько обгорел, когда вот положили, начало гореть. Ну, а мясо подрумянивается. Ну, закрываем, пусть томится дальше. Дым идет. Запах от дыма словами не передать. Слюнки уже бегут. Если кто-то из соседей сейчас возвращается домой, то запах по всей улице. Пусть простят меня за эти ароматы. Вот. В общем, так вот оно и стоит. Сейчас поджарится вторая сторона. Будем переворачивать. Покажу, что получается. Несколько раз туда-сюда переворачиваем. И будем пробовать, что получилось у нас. Мангал сверху очень-очень теплый. Долго руку не удержишь. Поэтому, я думаю, температура вокруг всего мяса хорошая. Поэтому прожариться оно должно полностью, не только сверху подрумянится. Вот такая красота. Как видим, мясо не пригорает, подрумянивается равномерно. Ладно, переворачиваем и закрываем. Все, больше снимать не буду, дальше уже покажу результат, что получилось. И посмотрим, будем пробовать. Вот результат. Как видим, мясо хорошо подрумянилось. Довольно красивое на цвет.
Пробуем, разрезаем. Да, видно, что мясо полностью прожарено. Очень мягенькое. Я думаю, видно, как оно режется. Сейчас покажу еще. Вот смотрите. Мясо прожаренное. Крови нет. Очень мягкое. И сочное. Не пересушенное. Так, ну, какой-нибудь побледнее. Вот, самый бледный кусочек. Ага. Ну, пробуем разрезать его. Ну, мясо полностью прожарилось. На вкус это что-то с чем-то нежное, сочное. Вот так эксперимент удался. В минус 44 можно жарить на улице шашлыки.